Здравствуйте, мои дорогие мастера и мастерицы, гости моего канала, мои подписчики. Меня зовут Светлана, и я вас рада приветствовать на своем канале Клубок Шоу. Я продолжаю вязать свой кардиган. Это у меня уже вторая часть моего мастер-класса. И под первым мне в комментариях одна из подписчиц написала хотя бы эскиз, что же вы хотите связать. К сожалению, художник из меня еще тот, как говорится, от слова худо. Но приблизительно я пыталась словами рассказать, что я хочу связать, хотя до конца еще не определилась. Единственное, это что у меня будет мой кардиган с U-образным вырезом. Я его уже связала. Будет у меня рукав 3/4. И какой длины я еще не определилась. И как низ будет оформлен. Может быть, я сделаю разрезики по бокам. Может быть, маленечко сделаю чтобы он был более расклешенным. И, то есть, пока это еще в процессе. Но хотя бы приблизительно вот так у меня должно выглядеть мое изделие. И сейчас я дошла до момента вывязывания выточек. Было у меня много вопросов по поводу выточек. И поэтому я решила, что выточкам я посвящу отдельный мастер-класс. Я уже говорила, что для себя и для изделий, которых я вяжу на заказ, больше 46 размера, я всегда вяжу выточки. Почему-то вот так повелось, когда мы видим сшитые какие-либо изделия, там всегда выточки, они подразумеваются сами собой. А когда мы связываемся, уже вяжем, то выточки считаем, что не всегда они необходимы. Ну да, может быть, с одной стороны, здесь есть и доля правды, поскольку вязаное полотно достаточно эластичное, и оно более принимает формы нашего тела. Но тем не менее, даже если размер не очень большой, а грудь достаточно большая, то в этом случае надо обязательно вязать выточки. Если кто-то не пробовал, вот вы попробуйте хотя бы связать одну модель с выточками и сравните, как будет удобнее носить намного то изделие, которое вы связали без выточек. Если не будет у вас удобно, то может и оставаться прямым полотном. И как вот хочу вот показать выточка, что же у нас подразумевает. Вот когда мы, да, чем она, выточка, отличается от того, когда мы шьем и когда мы вывязываем. Нам вот, чтобы достичь того, чтобы была удобная посадка на нашей груди, то на выкройке всегда рисуют вот такую галочку. Сейчас я вам ее покажу, галочку. Точно я не помню, как она называется, наверное, я не швея. По-моему, это раствор выточки. Вот как-то вот так. То есть она вот такой треугольничек. Вот он на выкройке. И когда мы уже шьем, то здесь у нас проходит шов. И за счет этого у нас принимает форму нашей груди. В вязаных изделиях выточка маленечко выполняется по-другому, даже не маленько, она выполняется как бы в противоположном направлении. Я нарисовала вот от края нашей работы, она у нас с вами выточка, видите, смотрит в другую сторону. Если здесь галочка острием сходится к самой выпирающей нашей точке, то здесь мы будем вязать укороченными рядами, и выточка, она вот таким образом. В чем, то есть, вот наша задача? Наша задача, чтобы на линии груди у бокового шва, вот у бокового шва,
количество рядов оставались те же, а которые ближе к груди у нас прибавлялись бы наши, и за счет этого наши ряды, и за счет этого и будет удобная посадка. Вот я покажу. Мы с вами представим, что это вот так изделие. Здесь мы с вами провяжем наши укороченные ряды. И вот за счет этого получится удобная посадка. И теперь я, в двух словах расскажу, как же нам посчитать нашу выточку. Выточка, она у нас представляет собой треугольник. Нам с вами надо знать всего лишь две ее величины. Это высоту нашего треугольника и длину нашего треугольника. Высота, она у нас будет равняться в сантиметрах в рядах, сантиметры или ряды, а вот длина, это у нас будет равняться, также сантиметры нам надо будет переводить в петельки. Как я вот, например, считаю по себе. Конечно, самое удобное — это одеть, померить по себе. Мы измеряем по какому-либо готовому изделию эту выточку. Вот легко любое, там можно платье, трикотажное или блузку можно взять, и где есть выточка, ее замерить и уже, соответственно, сантиметр перевести в ряды. Если у вас нет такой возможности или что-то вас не устраивает, можно посчитать другим образом. Я расскажу в двух словах, как считаю я. Во-первых, высоту нашей выточки. Высота вот этой выточки, она равна где-то приблизительно размеру нашей груди. Поэтому, если у вас, например, 3 размер, значит 3 сантиметра, 4 размер, значит 4 сантиметра. А вот длину нашей выточки также вы можете, сейчас я вам покажу по такому небольшому. Вот у меня грудь на модели. Если вы оденете нижнее белье, то можно померить от бокового шва до самой выступающей точки длину нашей выточки. Вот это расстояние. Но очень часто не очень удобно мерить на себе. Поэтому я опять возвращаюсь к своей настольной книге, которая мне помогает вот в таких трудных ситуациях. И хочу вам прочитать, что же здесь нам автор предлагает, как считать горизонтальную выточку. С высотой выточки мы с вами определились. И, или высота, или глубина. Здесь он прямо, автор отдельным пишет, что при вязании изделия с рукавом реглан глубина горизонтальной выточки может быть от 2 до 4 сантиметров. То есть, как я вам уже и говорила. И теперь для определения длины выточки необходимо расстояние между выступающими точками грудных желез делить на 2. И к полученному числу прибавляем 2-3 сантиметра. Значит, у нас мы определяем, где наши выступающие точки. Измеряем это расстояние, повторюсь. Сейчас я покажу, чтобы удобнее было. Вот. Мы измеряем это расстояние, делим на 2 и к полученному расстоянию прибавляем 2-3 сантиметра. И затем мы из ширины нашей полочки вычитаем эту полученную цифру. И у нас остается та цифра, которая равна длине нашей выточки. Вот. И все сложности, так называемые, которые могут возникнуть у вас при определении глубины и длины нашей выточки. Я уже все расчеты сделала, все измерила, все посчитала. И
у меня получилось таким образом, как я и говорила, что мне надо сделать глубину своей выточки 4 сантиметра. Это у меня получилось где-то около 5 рядов. 5 рядов у меня не получается, поскольку у меня высоту раппорт рисунка 2 ряда. И поэтому мне надо было делать или 4 ряда, или 6 рядов. 6 рядов я посчитала, что это будет много, и остановилась на 4 рядах. И маркерами я отметила точки разворота. Вот желтый маркер у меня это боковой шов. И уже мне надо, чтобы было 4 точки разворота. Вот они. 1, 2, 3, 4. 4 мои точки разворота. И еще один вопрос может возникнуть. На каком же расстоянии от подреза нам надо с вами делать, уже вывязывать выточку? Также вот по этой книге, по которым я показала, что вот это расстояние до 46 размера идет где-то 2-3 сантиметра, а уже с 48 идет уже 3-5 сантиметров. Я вот связала 6 рядов, и теперь буду вязать выточку. Я начала с правой полочки. Я свяжу сначала на правой полочке выточку, а уже потом перейду к левой. От начала полочки я провязала ряд практически до первого маркера. У меня осталось здесь еще одну ажурная дорожка, я ее довязываю и провязываю. Вот у меня маркер. Мне надо провязать 2 или 3 столбика с накидом. Но чтобы у нас с вами был более плавный переход, мы постепенно будем величину наших столбиков изменять. Каким образом я буду, например, в моем рисунке, как я буду менять? Вот у меня третий получается, я свяжу его полустолбик с накидом, следующий столбик без накида и полустолбик. Вот у меня постепенно мой ряд сошел на нет. Видите, он постепенно, то есть его незаметно. Работу я свою поворачиваю. И сейчас нам с вами надо дойти до следующего маркера, также укороченным рядом. Здесь нам не надо будет вывязывать, поэтому я буду вязать просто столбиками без накида. Чтобы тоже плавный переход был у меня, я сразу же вот полустолбиком перехожу и уже дальше следующей петельки я вяжу столбиками без накида. Можно, конечно, связать и соединительными столбиками, но почему-то мне этот вариант не очень нравится. Я решила связать так. Все зависит от рисунка. Но вот в моем случае вот так. То есть вы понимаете, когда нам с вами надо сделать вот эту линию менее заметной, чтобы не так бросалось в глаза. Хотя можно вот именно даже нашу выточку оформить, если там как-то потрудиться и ввести ее в рисунок, можно очень красиво ее оформить. Есть множество вариантов, вы для интереса можете зайти по поисковику и посмотреть, какие красивые выточки вот сделаны, они даже рельефные выточки. И вот я дошла до
наших, вот у меня из 5 столбиков с накидом, и мне вот раз, два, уже с третьего надо вязать столбики с накидом, но то, чтобы не было резкого, вот резкой линии, я постепенно, вот первый у меня уже здесь я буду вязать столбиком без накида, потом полустолбик с накидом, и уже с третьей петельки я вяжу столбики с накидом. Вот что у меня получается. И теперь уже я вяжу полностью до края своей полочки. Вяжу по рисунку. Я довяжу до края полочки и покажу, как буду вязать дальше. Я провязала еще один ряд от начала полочки. И теперь буду повторять точно так же, как вязала вот предыдущих два укороченных ряда. Вот столбик с накидом. И теперь полустолбик с накидом, столбик без накида и полустолбик. Работу поворачиваю и провязываю последний укороченный ряд. Вяжу его столбиками без накида. Принцип, по-моему, понятен, что здесь мы с вами меняем вяжем укороченными рядами, и чтобы у нас с вами был более плавный переход, мы столбики с накидом постепенно делаем выше или ниже. Вот сейчас мне их надо как бы сделать выше, поэтому я провязала столбик здесь у меня, да, столбик без накида. Еще вот один столбик без накида. Теперь полустолбик с накидом. И уже перехожу к вязанию столбиков с накидом. Здесь у меня моя ажурная дорожка. Сейчас я дойду до конца, до конца или до начала нашей полочки. Потом работу поверну и провяжу до того момента, когда у меня начинался укороченный ряд. И покажу, как я буду вязать уже дальше. И это результат моей работы. Мои провязанные 4 ряда. Вот у нас получился такой скос. И теперь я буду уже вводить петли в рисунок. Для этого сейчас ниточку. Я вяжу по рисунку. У меня здесь идет следующих 5 столбиков с накидом. Я провязываю 1, 2, 3 у меня столбик с обвитием. И еще 2 столбика. Воздушная петля и ажурный ряд. Единственное, вот это я
провязываю, здесь у меня как укороченный ряд был выполнен столбиком без накида, я в эту арочку из одной воздушной петли провязываю столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И продолжаю вязать дальше. Раз, два, третий у меня столбик с обвитием. Два столбика с накидом. И также вяжем и перехожу дальше. И вот смотрите, у нас с вами получается таким образом. Сейчас я провяжу этот ряд до нашего бокового шва, затем провяжу спинку и уже также вот от бокового шва я начну вывязывать левую полочку. Таким же образом я дойду, навешу это маркерами, отмечу, где мне надо делать укороченный ряд, и буду вывязывать. И когда я свяжу эту выточку и работу провяжу вместе, я уже покажу итог своей работы. После того, как я связала выточку на левой полочке, я провязала еще несколько рядов и хочу показать, как выглядит она уже в изделии, в самом полотне. К сожалению, у меня манекен маленький, и моя вещь ему достаточно велика, но все равно здесь вот я хочу показать, как за счет выточки у нас с вами полочки увеличиваются, но это не означает, что они у нас будут выше, повиснут по сравнению со спинкой. Вот сейчас я покажу. Все у нас на одном уровне получается. И вот поближе я английскими булавочками, сейчас настрою камеру, так, да, вот так, английскими булавочками отметила места нашей выточки. Вот это у нас с вами, я уже ее закончила вывязывать. Вот это она у нас, этот ряд. Здесь, вот здесь я начинала эту выточку, и наши 4 укороченных ряда. И вот так. Мне все нравится, все очень аккуратно. Я померила на себе, тоже меня результат полностью устроил и удовлетворил. Поэтому я теперь продолжаю вязать дальше. На этом все, мои дорогие. Если вас моя работа заинтересовала, задавайте какие-либо вопросы, если у вас они возникают. Но я пока своей работой довольна полностью. Все меня устраивает, и полотно, и структура полотна. Померила вот за счет вот этих ажурных полосочек. Идет у нас с вами от вертикальной линии, и она немного удлиняет фигуру. То, что я и хотела добиться в данном то ли жакете, то ли кардигане, потому что пока не знаю, какая у меня будет в итоге длина. До свидания, мои дорогие. Вам всем хорошего дня, солнечного утра, поскольку я снимаю все это утром. Всего-всего вам доброго. До свидания. До новых наших мастер-классов.